Вы на канале «Это вкусно». Сегодня хочу предложить вам интересные закуски из обычного лаваша. Их можно приготовить для перекуса или для полноценного завтрака, так как они очень сытные. К тому же это беспроигрышный вариант для школьников и студентов, потому что они все любят лаваш и с удовольствием готовят из него что-нибудь несложное. Давайте готовить, и вы сами все увидите. Сначала я подготовлю все ингредиенты для начинок. Нарезаю мелкими кубиками лук. Затем тонкими пластинками грибы. Пассерую в разогретом растительном масле лук. Затем отправляю к нему грибы. Добавляю кусочек сливочного масла для вкуса. Соль, черный перец. И обязательно щепотку тимьяна. Тимьян очень хорошо сочетается с грибами. Грибы зарумянились. Эта часть начинки готова. Мне еще понадобится куриное филе. Нарежу его тонкими полосками. Обжариваю на сильной мощности, чтобы оно осталось сочным. Филе обязательно нужно посолить и добавить черный молотый перец. Готово. Еще я запекла картошку в микроволновке. Можно просто отварить ее в мундире. Остудила ее. Теперь очищу и натру на терке. Сваренные вкрутую яйца я также натру на терке. Мне также понадобится сыр. У меня это моцарелла, но можно брать любой, который хорошо плавится. Его я натираю на мелкой терке. Ветчину нарезаю тонкими ломтиками, а затем соломкой. Можете вместо ветчины использовать либо колбасу, либо подкопченное куриное филе. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Измельчаю зеленый лук. Нарезаю кружочками помидоры. У меня на канале есть рецепт быстрых чебуреков из лаваша с двумя разными начинками. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Все ингредиенты для начинок я подготовила. Теперь осталось подготовить лаваш. У меня сегодня два вида лаваша: круглый и прямоугольный. Использовать также можно и тортильи, они, как правило, немного меньшего диаметра. Итак, для первой закуски мне понадобится круглый лаваш, сыр моцарелла, сыр для тостов, ветчина, помидоры, яйцо. Разрезаю круглый лаваш по центру до середины. На 1/4 часть круга выкладываю тостовый сыр. Остальные 3 части лаваша присыпаю натертым сыром и выкладываю нарезанную ветчину. Вы можете использовать только моцареллу или только тостовый сыр, или просто тот сыр, который вам нравится по вкусу. Теперь выкладываю кружочки помидоров. И начинаю сворачивать лаваш. Все просто. Смазывая сковороду растительным маслом. Теперь окунаю лаваш в яйцо.
и обжариваю на сковороде на средней мощности. Если у вас есть электрогриль или бутербродница, то получится вообще идеально. Первая закуска готова. Давайте разрежем и посмотрим, что получилось. Сыр отлично расплавился, начинка сочная и вкусная. Для второй закуски мне понадобится круглый лаваш, сыр моцарелла, тостовый сыр, обжаренные грибы, курица и яйцо. Как и в первой закуске, разрезаю лаваш до середины, раскладываю сыр, затем курицу и грибы. Сворачиваю. Окунаю в яйцо и обжариваю. Готово. Разрезаю. Грибы и курица в сочетании с расплавленным сыром – это очень вкусно, ароматно и сытно. У меня на канале есть рецепт быстрого пирога из лаваша с начинкой из творога и зелени. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Для третьей закуски мне понадобится лаваш, сыр моцарелла, картошка и грибы. На этот раз я использую прямоугольный лаваш, нарезаю его довольно широкими полосками. На этот раз я буду делать треугольную форму, поэтому раскладываю сыр, как показано на видео. Сверху добавляю картошку, которую предварительно натирала на терке, и обжаренные грибы. Сворачиваю. Эту закуску окунать в яйцо я не буду. Добавляю в сковороду немного сливочного масла, выкладываю лаваш и сверху немного прижму его тарелкой. Если у вас есть плоская крышка меньшего диаметра, то можете прижать ей. Переворачиваю. Обжариваю с другой стороны, но сейчас уже не прижимаю тарелкой. Готово. Давайте разрежем. В этом случае лаваш получается более хрустящим. Картошка с грибами – отличное сочетание, а сыр добавляет не только вкуса, но и сочности. Для четвертой закуски мне понадобится лаваш, сыр моцарелла, отварные яйца, тунец и зеленый лук. Еще один способ формовки закусок из лаваша. Раскладываю сыр, сверху яйца, затем тунец. У меня тунец консервированный в собственном соку. Сверху посыпаю все зеленым луком, закрываю края и сворачиваю трубочкой. Выкладываю на сухую сковороду, прижимаю тарелкой и обжариваю. Конечно, если хотите, вы можете добавить немного масла для жарки или окунуть лаваш в разбитое яйцо перед тем, как обжаривать, как в первых двух закусках. Готово! Разрезаю. Сыра хоть и немного было, но он отлично расплавился. У тунца не ярко выраженный вкус рыбы, поэтому мне очень нравится такое сочетание продуктов.
Для пятой закуски мне понадобится лаваш, сыр моцарелла, творог, зеленый лук, соль, черный перец. К творогу добавляю соль и свежемолотый черный перец. Перемешиваю. Вместо творога можно взять брынзу или фету, тогда соль вам может и не понадобиться. Добавляю лук и натертую моцареллу. Все перемешиваю. На этот раз лаваш я нарезаю тонкими полосками. Выкладываю начинку и сворачиваю треугольником. Обжариваю на сухой сковороде. Прижимаю лаваш тарелкой. Вот такие маленькие пирожочки получились. Вообще любую закуску можно сделать разной формы. Если вы берете это как перекус с собой в дорогу или детям в школу, например, то, конечно, удобнее делать маленькие закрытые закуски. Если вы готовите дома для завтрака, то форма и размер этих закусок не имеет значения. Лаваш очень универсальный продукт. Из него можно приготовить много разных блюд. Для сегодняшних закусок я использовала филе курицы, шампиньоны, лук, картофель, яйца, ветчину, сыр моцарелла, тостовый сыр, творог, тунец, помидоры, зеленый лук, соль, черный молотый перец, тимьян и сливочное масло. И вот такие разные вкусные закуски получились. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд несладкой выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!